Это краткий пересказ сериала «Клан Сопрано». Первый сезон, вторая серия. Присаживайтесь на диванчик, будет пиздато. Собственной матери нанял черножопую. Тони вместе со своей шоблой-ёблой зависает в баре. Они занимаются разной херней от подсчета денег до разговора, кто какой бы бабе засадил. В это время передают по телевизору, что скоро мафия все-таки сдохнет. Она, конечно, не исчезнет, но тем не менее с ней можно уже будет справляться обычными методами. В этот же вечер Крис вместе со своим другом Торчком грабят машину работника дяди Тони. Но работник в теме и говорит, чтобы они его отпиздили, связали и опять отпиздили, потому что, скорее всего, могут подумать, что он вместе заодно с этими ворами и просто его ёбнут. Утром, как всегда, Тони, после того как посрал, идет приставать, не помыв руки, к своей жене. Мэдоу рассказывает, что у ихнего учителя сперли машину, но папа смог только позвонить матери, которая растерялась и не заметила, как у нее горит что-то на сковородке, и даже забыла про огнетушитель. Работник Пуси рассказывает, что они нашли все-таки машину, и примерно такая же марка, такая же модель и такой же примерно номер был недалеко у одного долбоеба, который работает в местной кафешке. Взяв вместе с собой поле для подстраховки, они решили найти этого придурка. Начали разводить бабу, которая должна была бы сказать, где этот придурок работает, но она не знает, потому что кафешек такого вида этой сети много. Тони сидит у психолога и рассказывает, что таблетки в принципе начинают хорошо им помогать и действовать. Он рассказывает про свою мать, которую думает отправить в дом престарелых, потому что она не умеет за собой смотреть и ничего не умеет делать, но он пока об этом размышляет. В этот день он приходит подарить матери цветы и сделать вид, что он хороший сын. Он встречает чернокожую работницу, которая говорит, чтобы она не курила ганжу, пока он все-таки держит ее на работе у своей матери. Мать говорит, что скорее всего она ворует, потому что она черная. Уже днем Тони встречается со своим дядей и с действующим боссом криминальной семьи Демео. Именно в эту семью Тони и входит. Дядю все-таки настопиздило то, что какие-то два нарика, это Крис и его друг-наркоман, воруют у него машины. Но Джеки, так зовут босса, говорит, чтобы машина была возвращена или хотя бы возвращены деньги за эту машину. Тони встречается с правой рукой дяди, который обычно занимается убийством людей, и начинает его троллить, что тот спит с мальчиками. Крис и его друг-наркоман все-таки отдают деньги, а в это время, уже вечером, Поли и Пуси находят полупокеров, которые украли машину. Они оказываются гей-парочкой. Им ласково открывают дверь и все-таки решаются с ними проехать. Показать, где стоит машина, но машину разобрали, а номер перекрутили. И поэтому есть задание найти такую же машину и прикрутить этот номер. На следующий день Оливия, мать Тони, сбивает бабку. Психолог удивлена мнению Тони, что Тони хочет отправить свою мать уже точно в дом престарелых, потому что его мать недееспособна и опасна для общества. Хотя она считает по-другому. Криса немножко достала вся эта херня с проблемами и проколами, он уже не хочет участвовать в угонах грузовиков. Но друга наркомана это не успокаивает, он находит двух чернокожих, и они грабят следующую машину. Но происходит форс-мажор, пистолет падает, выстреливает и убивает водителя грузовика. Тони решил отдать свою мать в дом престарелых, но не в простой, а в настоящий царский, и платить бешеные деньги, чтобы она чувствовала себя как дома. Крис позвонил Тони, чтобы тот позвонил с таксофона, и хуяк Тони уже звонит с таксофона. Да. Он приезжает на место встречи, и оказывается, что друг-наркоман Криса все-таки спиздил костюмчики, не считая того, что водитель был мертв. И Тони вместе с Поли говорят, что пацана пиздец, потому что их убьют, изнасилуют и закопают. А Данте хочет оставить классный костюм себе, ведь он похож на крестного отца. А сын Тони показывает машину, которую его отец вернул учителю, хоть она новая и вообще не та. У нее новый мотор, у нее новый замок, и тем более она перекрашена. После того, как Тони отправил мать в дом престарелых, он ходит и смотрит фотографии своей матери, и его это начинает грузить, он начинает плакать, и у него случается, как обычно, паническая атака. Психолог начинает долбить мозги тем, что он сделал неправильно, хотя он сделал взрослое правильное решение для взрослого, но для сына сделал, конечно, он неправильно. С этой обосранной душой он сидит в кафешке, где его бесит его же бармен, и он начинает разбивать ему башку.